Здравствуйте! Сегодня в программе «Час СПИК» российский ученый, астрофизик и популяризатор науки, профессор Российской академии наук Сергей Попов. Здравствуйте, Сергей Борисович. Здравствуйте. Вы занимаетесь астрофизикой, посвятили этой замечательной сложной науке всю жизнь, но я предлагаю нашу беседу начать с математики и немножечко с литературы. В этом году вышла ваша третья по счету книга, которая называется «Все формулы мира». Для начала я бы хотел привести цитату из Стивена Хокинга. «Мне сказали, что каждая включенная в книгу формула вдвое уменьшит число покупателей». Сразу два вопроса вам. Много ли в вашей книге формул, и не боитесь ли вы, что одним названием отпугнете читателя? Начну со второго. Название, конечно, придумалось как вот ровно наоборот. Люди всегда хотят сразу чего-то много получить в небольшом формате, и поэтому мы надеемся вместе с издательством, что это привлекательно. А формулы в книжке вынесены все в приложение, и вот основная часть книжки, там, наоборот, формул нет. И поэтому в заглавии, кроме всего, некая ирония содержится. На самом деле там есть пара формул, ну, вот типа E равняется mc квадрат, как у Хокинга, и закон Хаббла. Но идея была именно в том, чтобы написать книгу для тех, кто, соответственно, роняет тиражи, когда в книге появляются формулы, потому что у них есть прямо вот на уровне инстинкта отторжения от этого. И ясно, что это какой-то такой эмоциональный психологический барьер, и поэтому немножко похожими средствами мы пытаемся его пробить и добиться того, чтобы люди перестали бояться формул. Ну и уж в крайнем случае, читая научно-популярную книжку с формулами, их пропускали и двигались дальше. Если я правильно понимаю, я прочитал начало этой книги, она бесплатно выложена в интернете. Это попытка объяснить математикой законы природы. Это так? И как же это возможно? Ведь математика — наука абстрактная, там всякие буковки, а физика — наука конкретная. Действительно, идея глобальная в том, что если человек хочет разобраться в том, как устроена природа, разобраться, в принципе, на популярном уровне, то есть он не собирается становиться физиком, генетиком, химиком, еще кем-то, но на самом деле хочет понять, то в итоге словесного описания все равно будет сильно недостаточно, потому что последние несколько сотен лет уже физика, постепенно подключились и химия, и, в конце концов, биология, не могут обойтись без формульного описания мира. И в книжке речь идет о математике именно как инструменте. То есть я не математик, я как-то математику не строю как здание, и более того, знаю какие-то вот кусочки, которые нужны в физике, в астрофизике, и то, наверное, не все. Но существенно, что вот остальные естественные науки без использования математики работать уже давно не могут. И математика продемонстрировала свою поразительную эффективность именно в описании законов природы. И можно долго спорить, и споры продолжаются. Есть там огромные философские дискуссии на тему, почему математика так эффективна. Есть люди, которые прямо считают, что математика заложена в структуру мира. То есть вот структура мира математическая, такой пифагоровский подход в современном исполнении, гораздо более изощренным и сложным. Но как бы то ни было, важный месседж состоит в том, что если вы на самом деле хотите понять, что там астрофизики думают про расширение Вселенной или еще что-нибудь, то вам придется сталкиваться с формулами. И это не страшно, это не как-то безумно сложно и запутанно, это, наоборот, единственный способ это объяснить. И в этом смысле, как в известном анекдоте, на конгрессе пушкинистов, там, допустим, наш спрашивает немца, как переводится на немецкий, я помню чудное мгновение. Он говорит, я помню чудное мгновение, на немецкий не переводится. И в этом смысле, вот как с поэзией, часто вы в переводе не можете адекватно воспринять, что же там автор хотел сказать и сказал, как сказал. Вам придется это понимать на языке оригинала или хотя бы слушать, вот, чтобы на таком музыкальном уровне оценить эти стихотворные строки. Точно так же, наверное, с описанием мира. Без формульного описания ничего не получится. Что вас натолкнуло на мысль посвятить целую книгу именно этому? Вы астрофизик, занимаетесь такими далекими от нашей бренной Земли проблемами. И тут, вот, в общем, довольно прикладное. Ну, здесь довольно запутанная история получается. С одной стороны, меня
всегда беспокоило разделение вот на тех, кто покупает книжку Хокинга с формулами, кто хочет без формул, то есть на физиков и лириков. И это до некой степени действительно проблема, потому что есть некоторые вопросы вполне себе глобальные. И вообще говоря, хочется их решать рационально, а рационально это все-таки понимать, что происходит. Понимать, что происходит, означает пользоваться языком формул. Например, один из таких ярких современных примеров — это климат. И все не устают обращать внимание на то, что, значит, умные, там, в основном дяди, долго рассказывали сложно с графиками, какой ужас, 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 да, а потом там 15-летняя девочка с надрывом это сказала, и все как-то сразу забеспокоились. То есть люди, правда, не воспринимают часть рациональной аргументации. И, наверное, ну, то есть, конечно, это связано с особенностями характера, там, всего на свете, но, в принципе, много из этого лечится попытками разобраться, а для этого нужно вот побороть этих демонов, демона боязни формул в себе и как-то продвинуться. А с другой стороны, есть обратная сторона. То есть дело не в том, что, значит, лирики не понимают физиков, и поэтому, значит, мы физики считаем их бестолковыми. Есть, естественно, обратная вещь. Есть существенные попытки, давайте не побоимся слова, философов, осмыслить, вот, куда мы идем. И ясно, что многие вещи, они не формализуются в виде формул. И такое же органическое неприятие части гуманитарной культуры, там, философии, современного искусства, еще чего-нибудь представителями, естественно, научных, технических наук, тоже приводит к проблеме. И там, тот же климат, связанный с развитием человечества, может быть здесь примером до некоторой степени. То есть нам нужно как-то объединяться, обсуждать проблемы, для этого нужен общий язык, и для этого нужно перестать бояться другого языка. И, ну, если уж не говорить о нем в совершенстве, наверное, это невозможно ни в ту, ни в другую сторону, но хоть как-то, хоть какие-то, хоть со словарем начать общаться. Я себе представляю математику, законы математики такими железобетонными, да, вот аксиома была доказана, и все, и вариантов никаких нет. Но я, может быть, ошибаюсь, поправьте меня, если это не так, но с физикой все не совсем так. Ведь законы, которые действуют у нас, они совсем не такие, как, допустим, там, в космосе или на других планетах. Мы все видели хроникальные кадры, как Нил Армстронг прыгал, да, по Луне, а на Земле это могут, там, в лучшем случае, кенийские какие-нибудь прыгуны сделать. Как вот это вот объединяется-то? Это объединяется довольно понятным образом. Все-таки речь идет о том, что законы одинаковые, параметры разные. То есть система работает по одним и тем же формулам, да, но коэффициентики могут быть различные, поэтому там где-то проще прыгать, где-то проще еще что-то делать. И в этом смысле физика все-таки, следуя догме Шелдона Купера, лежит в основании всего, и мы можем надеяться, по крайней мере, из нее вывести все остальное. Другое дело, рационально ли это, или все-таки проще там, немножко перескакивать с уровня на уровень, не выводя все из первооснов, а просто прокидывая связи какие-то такие когнитивные. Но мы исходим из того, что в основе описания Вселенной в целом, да, должны лежать некие единые физические законы, но в конкретных условиях мы можем видеть те или иные их проявления. Вот здесь мы особенно не видим вокруг нас проявления квантовых законов, потому что мы макроскопические объекты, мы живем в макромире, и чтобы столкнуться с квантовыми явлениями, нам или нужно вот забираться куда-то в глубины вещества, да, ну или можно искать, скажем, в той же астрофизике какие-то примеры макроскопических объектов, явно зависящих от квантовых законов, но все равно нужно будет на уровне описания восстанавливать эти связи, объяснять, как макроскопическое явление связано с какими-то свойствами микромира, но законы единые. То есть, в принципе, можно пользоваться для решения школьной задачи из пункта А в пункт Б вышел пешеход, теория относительности, но часто это нерационально. И там, не надо, следуя Бурбаке во Франции, сразу начинать детей с 3 класса учить общей теории относительности.
Ну, физику как науку я вот представляю несколько экспериментальным, да, таким видом науки. Даже если это там квантовое, все равно можно как-то какими-то приборами найти супермикроскопы, адронный коллайдер, который сталкивает частицы. А вот астрофизика, они же так далеко, эти звезды. Как их вообще можно изучать? Это действительно сложно, и в этом смысле астрофизика уникальная естественная наука, она может только наблюдать. Ну, наверное, неким аналогом является то, что вот психологические эксперименты вы еще можете проводить, там, собрать людей, собрать с них подписи и как-то с ними не очень хорошо обращаться, но, по крайней мере, они на это согласились, им что-то было описано, да? А в социологии, вообще говоря, так уже нехорошо. То есть если вы так делаете, вас называют диктатором и говорите, что вы мучаете целый народ. И поэтому приходится просто наблюдать, что происходит, и там, масштабные эксперименты в области социологии проводить не очень хорошо. Прелесть в том, что, у нас много объектов, и поэтому не подходит этот, можем просто посмотреть на другой, выбрать. А вторая, более существенная, наверное, прелесть состоит в том, что масштабы другие. И Зельдович не зря называл Вселенную ускорителем для бедных, но в некотором смысле это и ускоритель для богатых. Вот люди построили большой адронный коллайдер, а из космоса постоянно прилетают частицы с энергией почти в миллиард раз больше. Другое дело, что мы не можем предсказать, куда эта частица прилетит. Ну, если мы наблюдаем сразу очень большой объем атмосферы, например, то мы видим взаимодействие этих частиц с атмосферой и можем что-то понимать, пытаться понять, пытаться узнать про физику явлений на масштабе энергии принципиально недостижимой в лабораторных установках. И в этом смысле астрофизика, она оказывается нужной для физики. Скажем, общую теорию относительности лучше всего проверять именно в астрофизических объектах. То есть что-то можно делать в лаборатории, что-то можно делать на искусственных спутниках на орбите Земли или в Солнечной системе. Но очень важные проверки делаются только в огромных масштабах, где мы не можем ставить эксперименты, мы только наблюдаем за тем, что природа сама нам показывает. Вы сказали про много объектов, про большие масштабы. Вопрос, наверное, не очень интеллектуальный. А можно примерно хотя бы сказать, сколько звезд на небе? Ну, в принципе, можно сказать, да. И давайте я чуть с другого начну. Вот, опять-таки, про физиков и лириков. В следующем году должна открыться экспозиция нового политехнического музея, и там есть много всяких разделов, это будет большой музей науки. И я был куратором раздела «Вселенная». Соответственно, кураторов собирали, мы что-то обсуждали, и вот известный лингвист Максим Крангаус как-то задал мне очень показательный вопрос. Который сидел на вашем месте буквально неделю назад. Который, вот я понял, у меня никогда не возникал. Он очень красивый вопрос. Он, вот, посмотрев на структуру экспозиции, которую я составил вместе с коллегами, спросил, ну, а где здесь небо? Вот я, как человек далекий от астрономии, я спросил, а где здесь небо? И я задумался, действительно, это очень хороший вопрос. И я понял, что небо находится в разделе «Галактика», потому что когда мы смотрим вот глазом на небо и видим всю эту красоту кантовскую, мы видим звезды нашей галактики. Мы их глазом на небе видим 3000 штук на половинке неба. Всего в галактике, вот если мы говорим об этом таком небе, всего в галактике 200-300 миллиардов звезд. Часть из них мы не увидим, потому что они закрыты какими-нибудь облаками пыли. Но вот сейчас спутник Гайя, который строит карту галактики, впервые такую трехмерную карту галактики, у него в каталог включено больше миллиарда звезд. То есть это уже такая заметная доля, несколько процентов звезд нашей галактики. Да? Но чтобы представить, это, например, гораздо больше, чем любой пул социологических опросов, которые проводятся. Опросить 2% населения страны — это фантастически сложно, это уже какая-то перепись. Так что, в принципе, звезд много. Если бы глаза были, как там было у Андерсона, не чайные блюдца, а у следующей собаки, да, и могли бы так смотреть, то мы бы могли видеть миллиарды звезд. Сейчас за последние несколько, наверное, лет или десятков лет интерес к астрофизике очень вырос после того, как запустили Хаббл. Правда ли, что он связан с появлением, этот интерес, с появлением фотошопа?
Ну, тут история такая, что случайно совпало две вещи. То есть, если читать научно-популярные книжки, то можно вдруг увидеть, что в 90-е годы картинки стали гораздо более красивыми, существенно более красивыми. И, с одной стороны, это потому, что был запущен Хаббл, телескоп, работающий за пределами атмосферы, и поэтому, несмотря на небольшой размер, у нас вот МГУ построил телескоп такого же размера, как Хаббл, стоит на Северном Кавказе. Но поскольку Хаббл работает вне атмосферы, то кроме того, что он стоит в 1000 раз дороже, чем наш телескоп, так он еще не испытывает вот мешающего влияния атмосферы, строит фантастически четкие картинки, и одновременно айтишные люди создали Photoshop. То есть доступное, в смысле дешевое, да? Не то, что там Silicon Graphics делал какие-то безумно дорогие программы для работы с графикой, а очень дешевые средства, очень высокого качества для работы с изображениями. Вот это так совпало, и люди сразу начали делать много красивых картинок. Потом, естественно, другие телескопы тоже начали подтягиваться, и я подозреваю, что в самых разных областях, не только в астрофизике, можно посмотреть научно-популярную литературу и увидеть, что картинки стали более красивыми, когда появилось более мощное средство работы с графикой. Но вот, да, есть такое удивительное совпадение. Но приятное, наверное. Вы начали заниматься астрофизикой еще до Хаббла, еще до фотошопа. Что же вас привлекло в этой науке? Романтика? Ну, в какой-то степени, что скрывать? В какой-то степени, наверное, да. Я в детстве, как многие дети, много болел, а болея в 80-е годы, да, компьютерных игрушек нет, по телевизору 4 канала, где смотреть тоже особенно нечего, поэтому, мы читали книжки. И, в какой-то момент я детскую энциклопедию прочел всю, исключая про общественные науки. Я честно пытался их читать. Я понял, что общественные науки в диаматовском исполнении это не мое. Вот. Но, честно, сравнив астрономию не только с физикой, химией, математикой, но и с замечательным томом про динозавров, я понял, что мне про звезды интересней. Ну и дальше начал читать другие книжки, где действительно картинки были черно-белые, и бумага такая, даже сказать газетная, сейчас не отражает, сейчас и газетная бумага немножко получше стала, чем была тогда. Но, опять-таки, как говорил Шелдон Купер, надо использовать самый мощный процессор, который есть, свое воображение. К Шелдону Куперу и теории Большого взрыва. Помните, там был момент, когда они хотели изобрести машину времени. И договорились, что если они ее изобретут, то сейчас они войдут вот в эту дверь. Они долго смотрели на дверь, но так и не вошли. А на одном из фееричных, я бы сказал, в своей изобретательности порталов в интернете, не будем его называть, есть новость под заголовком: Сергей Попов, российские ученые, работают над созданием машины времени. Что это значит? Вы секретно... Это замечательная история про журналистов. На самом деле. То есть это вечный урок всем спикерам очень аккуратно что-то говорить, потому что дальше ваши фразы могут как угодно переделать. Но второй урок состоит в том, что неважно, насколько аккуратно вы говорите, много попыток, и все равно что-нибудь переделать, так что не надо этого бояться. И в одной из радиопрограмм, естественно, как-то возник вопрос про машину времени, про такие вот всякие штуки интересные. И в общей теории относительности есть решения, которые соответствуют машине времени. То есть можно получить такие решения. И вот в частности Кип Торн, инициатор фильма «Интерстеллар», тоже занимался такими решениями. Его коллега, прекрасный ученый Игорь Дмитриевич Новиков, у нас в стране и отдельно, и вместе с Торном занимались этими вопросами. Игорь Дмитриевич преподавал у нас, и у него были студенты, которым он давал такие задачи. И, соответственно, в радиоэфире я произношу фразу, что у нас в институте люди дипломы делали по решениям, связанным фактически с машиной времени. И на следующий день примерно я вижу новость, что астрофизик Сергей Попов заявил, что... А основная прелесть состоит в том, что напротив нашей комнаты есть отдел, который называется «Служба времени». И это, представьте, дверь, она 50-х годов примерно, и табличка примерно из того же времени. И я все время всех подвожу, где-то у меня фотография выложена в этой двери с надписью «Служба времени», с таким огромным кодовым замком на двери, уже не работающим, старым. И говорю, вот за этой дверью, и кует
создается отечественная машина времени. Ну, то есть теоретически-то это возможно? Ну, это, я бы сказал, не совсем возможность. Не совсем возможность. То есть, да, есть такие решения, но кажется, что если бы это было возможно, это осуществлялось бы в природе, и постоянно люди находят какие-то интересные решения, ну, например, в общей теории относительности, пытаются предсказать, что бы могло наблюдаться, ищут, не находят, и, скорее всего, это говорит о том, что эти решения в природе не реализуются. И это довольно часто происходит, вот и в книжке про это есть. Математика такая очень богатая наука, там очень много всяких разных возможностей. Это как, условно, как литература. В романах реализуется очень много разных ситуаций, они могут возникать в жизни, а могут не возникать. И с математикой примерно так же. То есть все, ошибки никакой нет, решение есть, а в природе почему-то не реализуется. То есть законы природы устроены таким образом, что не все решения правильных уравнений реализуются в реальном мире. Так что я бы сказал, что, скорее всего, по какой-то причине, которую мы когда-нибудь узнаем, решения типа белых дыр, машины времени не реализуются в природе. А вот, оговариваясь, я почти произнес фразу «кротовые норы». Ну, кротовые норы выглядят как такое немножко более реалистичное решение, хотя вряд ли туда получится просунуть какой-то макроскопический объект. А что такое кротовая нора? Кротовая нора — это такое решение в общей теории относительности, которое теоретически может реализовываться в природе, которое соединяет две точки пространства. И переход из точки А в точку Б гораздо более короткий, чем если мы двигаемся по обычному пространству. И поэтому это действительно рисуют часто, иллюстрируя это какими-то образами, как, скажем, там, какой-нибудь сложенный лист бумаги. Вот говорят, что можно по листу пройти из точки А в точку Б, а можно сделать прокол и пройти напрямик, и будет гораздо короче. Соответственно, существование кротовых нор лежит в основе некоторых решений, связанных с машиной времени, со всякими перемещениями с очень большой скоростью, поэтому их очень любят в научно-фантастической литературе. Но, опять-таки, вот, с одной стороны, мы не видим никаких наблюдательных проявлений, а с другой стороны, с теоретической точки зрения, есть очень серьезные проблемы, как сделать нору большой и проходимой для кролика и Алисы, условно говоря, а не только для какой-нибудь элементарной частицы. А по поводу черных дыр. Вот была фотография, да, в апреле месяце, кажется, ее публиковали. Первая фотография черной дыры. Как это вообще возможно? Ведь черная дыра поглощает свет. В астрофизике, изучая черные дыры, мы всегда видим, что происходит вокруг. И все попытки, все утверждения о том, что, значит, мы получили фотографию черной дыры, это означает, что мы получили фотографию еще более близких окрестностей. Люди достаточно давно наблюдали движение горячего газа в окрестности черной дыры, например. То есть мы видим, как излучает этот газ, и раньше по косвенным свидетельствам можем сказать, что вот в этом газовом диске в центре есть дыра, ну и, соответственно, можем что-то сказать об объекте, который находится в центре. Черные дыры — очень компактные объекты при данной массе, и поэтому увидеть внутренние края этого диска очень трудно. Но вот впервые действительно это удалось сделать, но видим мы все-таки вещество, которое движется вокруг всегда. И даже когда мы регистрируем гравитационные волны от слияния двух черных дыр, мы, естественно, регистрируем волны, которые возникли снаружи от этих черных дыр и пошли наружу, а не внутрь. Но черная дыра сама остается таким вот избегающим детектирования объектом, то есть мы можем подбираться все ближе и ближе, но остается томительная неизвестность, то есть прозондировать непосредственно горизонт черной дыры очень трудно, и ну, вот такими астрофизическими способами, я думаю, невозможно, мы можем подбираться только все ближе, ближе, ближе и просто исключать альтернативные решения, то есть люди постоянно пытаются придумать какие-то альтернативы черным дырам, придумать какой-нибудь объект без горизонта, но тогда нужно досчитать эту модель, получить какие-то свойства предсказанные, которые могли бы проявляться в наблюдениях, посмотреть, есть они или нет, но если нет, то отбросить эту модель. Вот пока, собственно, гипотеза о существовании черных дыр остается самой консервативной, самой проработанной моделью, основанной на хорошо понятных теориях.
а все альтернативы выглядят жутко экзотичными и хуже вписывающимися в физическую картину мира. Еще популярный благодаря Стивену Хокингу, он столько написал об этих черных дырах. А правда, что она красного цвета? Или это опять фотошоп? В случае того изображения, которое в апреле показали, речь идет о радионаблюдениях. И в этом смысле это глазом невидимо, да, и можно раскрашивать в любой цвет. То есть мы вот привыкли, что нам какие-нибудь наши, я не знаю, рентгеновские снимки или УЗИ показывают черно-белыми, да, а можно, как 17 мгновений весны, взять и раскрасить в самые разные цвета. И еще странно, что этого никто не делает, потому что прямо на этом можно играть, как человеку веселее, такие кости его переломанные, все как такое зелененькое. Еще узнать, какой цвет ему больше нравится, чтобы не шокировать. Была бы такая позитивная новость для человека, что вот все так красиво выглядит. Так что цвета выбираются условно, и в больших обсерваториях, как я понимаю, вот отделы, которые занимаются пресс-релизами, да, это просто некое принятие решений, в какой цвет красить, то есть это все обсуждается с дизайнерами, потому что очень часто изображения в, собственно, научных статьях, они остаются черно-белыми, потому что, ну, не так важно наводить эту красоту, а так это дизайнерское решение, и вот там более популярные оранжевые цвета красят так, там будут более популярные зеленые в народе или еще какие-то, я думаю, изменится изображение. То есть брендбук такой у астрономический получается, да? У каждой обсерватории свой. Да, и действительно просто вот можно сравнить снимки идентичных объектов, сделанные разными обсерваториями, и увидеть, как по-разному люди работают вот с такой публичной подачей. И всякое хорошее использование графики, инфографики — это такой важный инструмент, конечно, продвижения науки. Все-таки хочется вдобавок, чтобы было красиво. В научных статьях, повторю, это не так важно. Хотя, опять-таки, вот там и я ленюсь все время этим заниматься и не очень умею. Вы заговорили о телескопах, об обсерваториях. Ну, я думаю, обыватель представляет себе как такую большую-большую подзорную трубу, но, видимо, видов телескопов достаточно много. Какие они вообще бывают, и как вы получаете свои астрофизические данные? Откуда? Вначале, зачем вообще нужны телескопы? У телескопа есть две основные задачи. Первая — собрать больше излучения в любом диапазоне, просто больше. То есть увидеть более слабые объекты. Например, вот мы смотрим на небо, видим одну звездочку, 2, 3, 5 звездочек, но размер зрачка глаза максимум миллиметров 8. Не блюдца. Да. Соответственно, если мы хотим собирать больше света, то нам нужен телескоп. Телескоп работает как концентратор. Вы собираете излучение с большой площади и потом бросаете на маленький детектор. Поэтому там на Солнце нельзя смотреть в телескоп, потому что вы соберете много света и сожжете себе сетчатку. Поэтому, значит, действительно во всех диапазонах телескопы пытаются сделать больше, 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 чтобы увидеть более слабый объект. Вторая задача — это вот та задача, которая есть у подзорной трубы. Мы видим какой-то объект, он для нас достаточно яркий, но мы хотим рассмотреть детали. Вот чтобы рассмотреть детали, нам тоже нужен телескоп. И это вторая задача у астрономического инструмента — показать вот эти детали. И это тоже связано с размером, но не с длиной, а все равно с размером объектива, если у телескопа есть объектив. Соответственно, поэтому во многих диапазонах телескопы похожи. То есть это какие-нибудь системы зеркал, которые собирают свет, а потом, возможно, не сразу, а через другие зеркала перебрасывают это на детектор, где свет будет изучаться. Или будет получена фотография, или будет получен спектр, то есть мы как-то препарируем излучение. Часть телескопов можно ставить на Земле, если земная атмосфера прозрачна для этого вида излучения. Если нет, то телескопы надо выводить в космос. И рентгеновские телескопы, большая часть инфракрасных телескопов, гамма-телескопы находятся на орбите, потому что это излучение до поверхности Земли просто не доходит. Ну а дальше возникают всякие другие интересные особенности у телескопов. В разных диапазонах есть свои преимущества и недостатки. Вот, например, в радиодиапазоне у них есть огромное достоинство. Вот мы говорили про детали, рассмотреть мелкие детали. И в оптическом диапазоне мы вынуждены просто делать зеркало, телескоп больше, больше, больше. Это дорого, ну и вообще есть технические ограничения.
А в радиодиапазоне, если источник яркий, вы можете поставить один телескоп и на каком-то любом, куда дотянетесь, расстояние другой телескоп, независимо запишите их данные, потом свезете на один компьютер и обработаете. И эта штука будет работать как телескоп вот такого размера. То есть, скажем, летал российский спутник «Спектр-Р», он в своей дальней точке орбиты уходил за Луну. То есть это больше 300 тысяч километров. И вместе с наземными телескопами вот этот маленький телескопчик в космосе работал как телескоп размером почти 400 тысяч километров. И поэтому они достигли рекордного углового разрешения в астрофизике. За это приходится платить. Вы не получаете фотографию с таким рекордным разрешением, а как бы вот так ощупываете очень маленьким щупом этот астрономический источник. То есть представьте, что вы форму какого-то предмета должны понять на ощупь. И у вас есть очень мало времени. Вы можете вот там ладонью поприкладывать, да, но вы не узнаете деталей этого предмета. Так вот большой предмет можно ощупывать. А если маленький, вам нужно взять чувствительный щуп и тыкать, но вы за короткое время не успеете много раз ткнуть. И поэтому у вас получатся только какие-то отдельные точечки этого изображения, из чего надо восстановить полное. И вот как раз про эту фотографию черной дыры, которую нам показали в апреле, это именно вот не на самом деле это как бы не фотография, а это изображение, созданное на основе вот такого вот прощупывания отдельных точек этого изображения, а потом оно достраивалось, дополнялось. Как детская головоломка, да, где нужно соединить циферки, там, 1, 2, 3, получается такое изображение объемное. Много-много-много-много. Ну, чем-то, наверное, похоже, да. Вы заговорили, вернее, я спросил по поводу телескопов. Я понимаю, что это неимоверных денег стоит. У вас в 2011 году, кажется, вышла статья «Наука дороже золота и жемчуга», как-то так это называлось. Вы там очень хорошо описывали, сравнивали вес золота там, с весом человека, с ценой каких-то там очередных телескопов, спутников и так далее, и так далее. Так на что тратятся вот эти вот миллионы долларов? Они как-то... Это применимо в жизни? Это окупается как-то? Это очень большая тема, я про нее очень долго могу говорить. Действительно, у меня там целая полуторачасовая лекция есть на эту тему. С одной стороны, действительно, периодически бывает так, что какие-то бесполезные фундаментальные научные открытия имеют прямое применение. То есть вот мы ориентируемся, используя там GPS, GLONASS, еще что-нибудь. Соответственно, наш навигатор ориентируется по спутникам, а в основе глобальной системы позиционирования лежат квазары сейчас. То есть объекты, которые были открыты в результате совершенно бесполезных астрофизических занятий. Что там радиоастрономы шарили по небу, открыли квазары. Оказалось, что теперь вся система навигации основана на них. То есть, в двух словах, что это? Квазар — это сверхмассивная черная дыра, как в «Интерстелларе», которая находится в центре галактики, но на нее течет много вещества, соответственно, вот вокруг черной дыры выделяется много энергии, поэтому их хорошо видно с больших расстояний. В частности, их видно в радиодиапазоне, а в радиодиапазоне, как мы сказали, можно очень точно определять координаты, потому что вы можете антенны растащить на большое расстояние. И поэтому квазары оказались идеальными источниками. Находясь далеко, они фактически не смещаются. Благодаря радионаблюдению мы очень точно можем их наблюдать. А квазары видны еще и в оптике. И поэтому вы можете сказать, что вот у нас есть точные радиокоординаты, мы их совмещаем с оптическими. Ну а дальше спутники ориентируются по звездам. То есть, опять-таки, это такая оптическая система навигации. И все вместе очень хорошо работает. То есть, условно говоря, если бы там по какой-то причине в Британии после Второй мировой войны запретили заниматься радиоастрономией, да, то сейчас было бы трудно взять смартфон, ткнуть в точку и через 5 минут сесть в такси, который приехал в эту точку, бог знает где, там, в центре Битцевского парка, я не знаю, можно ли туда заехать на такси, но тем не менее. Потому что система навигации, наверное, была бы менее точной, если бы не было вот таких хороших астрономических источников. Астрофизике мы обязаны появлением навигатора в наших машинах. Бывают более хитрые вещи. Всем советую почитать историю создания Wi-Fi. Вот Wi-Fi придумали радиоастрономы, тоже там по своим совершенно бесполезным радиоастрономическим надобностям, но они придумали некий протокол, который компании безуспешно в тот момент пытались разработать, а вот тут решение было найдено.
Но я бы сказал, что это конечно, интересные, яркие примеры, но не они оправдывают существование фундаментальной науки. Есть гораздо такие менее явные, но более глобальные вещи. Наука выступает очень хорошим заказчиком новых технологий, которые потом легко коммерциализируются. То есть компания получила заказ сделать телескоп вот такой, потому что надо. Его сделали, разработка открытая, то есть если вы там разрабатываете сверхзвуковую ракету, какую-то сверхточную, и компания выполнила заказ, она не может это потом на следующий день все пустить в народ. Здесь это возможно, и это одна важная часть. А вторая важная часть, важная роль науки состоит просто в привлечении людей к вот некоему виду деятельности, а потом наука очень конкурентная среда, и вот люди, которые там, на уровне, я не знаю, студентов в нее попали, из них очень небольшая доля доберется до профессорских позиций, а остальные в норме уйдут в какой-то наукоемкий бизнес, индустрию, производство. Фундаментальная наука с очень интересными открытиями является, наверное, лучшим способом заманивать людей в научно-технический мир. В 2019 году 60 лет с того момента, как в 1959 году сотрудник Национальной радиоастрономической обсерватории Фрэнк Дрейк впервые в истории попытался установить односторонний контакт с носителями внеземного разума. То есть такая точка отсчета, да, для того, чтобы мы попытались найти инопланетян. Объясните, пожалуйста, вот за 60 лет мы же вроде никого так и не нашли. Да. Почему? Времени мало прошло? Ну, безусловно, не нашли, потому что и это некий факт наблюдательный, основанный на многолетних поисках. Потому что технические цивилизации, которые мы могли бы в таком поиске обнаружить, достаточно редкие. Почему они редкие, мы не знаем. И вот их редкость формулируется в виде парадокса Ферми, который очень кратко формулируется «где же все?». То есть если бы вот наивная точка зрения была бы верна в том смысле, что есть много звезд, похожих на Солнце, мы теперь знаем, а 60 лет назад могли предполагать, что вокруг них есть планеты. Соответственно, если техническая цивилизация естественным образом возникает, и она потом развивается, живет, как это описано в научно-фантастических романах, то, соответственно, должны были бы быть там какие-то миллиарды более высокоразвитых технических цивилизаций в галактике. Но вот такой наивный взгляд, очевидно, неправильный. Почему мы не знаем? В уравнении Дрейка, сколько там, 7 сомножителей, если я правильно помню, мы более или менее начинаем понимать про 3 из них. Мы знаем, что есть много звезд, похожих на Солнце, мы знаем, что есть много планет, похожих на Землю. Но вот дальше нужно двигаться, нужно следующий шаг — это понять, насколько распространенной является жизнь земного типа. Это тоже можно сделать дистанционно, и, по всей видимости, в ближайшие, ну, если очень оптимистично, 10 лет, если более реалистично, 20-30 лет, мы, наверное, будем себе представлять, благодаря вот этим новым телескопам. Но даже если окажется, что жизнь — это очень распространенное явление, тем не менее мы не видим высокоразвитых цивилизаций, по крайней мере, вот те, которые мы можем идентифицировать. И значит, что-то не так с другими коэффициентами. Например, там редко появляется разумная жизнь, или редко появляются технические цивилизации, или они недолго живут. Это вот очень популярная идея времен Холодной войны, например, что технические цивилизации появляются легко, доживают до создания оружия массового поражения, и начинают все сначала. Экзопланеты, да, это вот как раз те самые, где теоретически возможна жизнь. Их вообще много? Экзопланеты — это вообще планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Там, возможно, жизнь, невозможно, все экзопланеты. Их много. То есть мы знаем, что более или менее каждая звезда в галактике имеет планетную систему. Звезд, мы сказали, несколько сотен миллиардов. Значит, грубо говоря, сильно округляя, в галактике где-нибудь 1000 миллиардов планет. Это много. Большая часть из них не похожа на Землю, а похожа, скажем, там, на Юпитер или на Уран, Нептун. Соответственно, они не подходят для жизни, но мы совершенно точно знаем, что есть планеты по массе, радиусу, а значит автоматически и составу, похожие на Землю. Они находятся в правильных местах, то есть там, где не слишком жарко, не слишком холодно, находятся в зонах обитаемости. И вот следующим шагом
сегодня просто технически невозможным, должно стать изучение состава их атмосфер. И изучив состав атмосферы, мы сможем сказать, есть ли там биосфера земного типа или нет. И вот в ближайшие 10 лет должны появиться инструменты, которые для некоторых самых удачных случаев могут позволить что-то такое делать. В фильмах про инопланетян их всегда показывают как более развитую цивилизацию. У них какие-нибудь варп-двигатели, летающие тарелки и все дела. А возможно ли так, что мы, человечество, и есть самая развитая цивилизация во Вселенной? Возможно, но крайне маловероятно. Это вот каждому человеку, который считает, что он самый умный на Земле, надо сказать, это возможно, но это крайне маловероятно. Соответственно, нужно сравнивать характерное время технического развития с возрастом галактики. Возраст галактики 10 миллиардов лет, если округлять. А характерное время технического развития сейчас порядка 10 лет уже. Ну, тоже так округляя, несколько десятилетий. Соответственно, разница в миллиард раз. Это колоссальная совершенно разница. И мы знаем, что если жизнь и разумная жизнь распространенное явление, то в галактике должны быть тысячи, миллионы мест, которые на миллиарды лет старше, чем Земля. И в этом смысле было бы очень странным, если бы мы были самыми продвинутыми. Это автоматически означало бы, что мы почти единственные. Потому что, ну, условно говоря, 10 миллионов лет назад вот нас как бы не было, как вида биологического. Да? И в этом смысле совершенно разумно, вот в духе Ферми, например, рассуждать о том, что естественно ожидать, что должно быть много цивилизаций старше нас, причем намного старше, там не на 10 лет, не на 20, то есть у них не просто там айфоны получше, а они старше на миллиарды лет. И если прогресс продолжается, да, то они должны достичь какого-то совершенно фантастического уровня. Но вот или ничего похожего мы не наблюдаем, или не можем это распознать, ну, что я бы сказал, менее вероятно, потому что все-таки это тоже вот важно понимать, что когда в 1959 году начался весь этот бум изучения внеземных цивилизаций, люди очень быстро перебрали весь основной круг идей, и была сформулирована концепция космических чудес, в развитие которой внес, например, Николай Кардашов большой вклад. Речь идет о том, что действительно очень высокоразвитые технические цивилизации должны создавать какие-то совершенно удивительные объекты, которые мы видели бы в астрономических наблюдениях, но не могли бы объяснить естественным способом. Вот то, что Кларк формулировал как любая достаточно высокоразвитая технология, неотличима от магии. Вот, то есть должно быть какое-то космическое чудо, и люди, постоянно занимаясь там обзорами неба, поисками новых интересных источников, как бы пытаются в том числе найти такие объекты. Иногда что-то удивительное открывается, но всегда это удается объяснить очень естественным способом. Например, вот, собственно, вот прямо сегодня у меня утро начинается, как у многих астрофизиков, с того, что мы читаем свежий выпуск статей на сайте Archive.org, и там регистрация стронция от слияния нейтронных звезд. Ну, что как бы и предсказывалось. Но вот когда-то люди впервые начали регистрировать линии очень короткоживущих элементов, далеко отстоящих от там, всякого водорода в таблице Менделеева, в спектрах звезд. Там, какой-нибудь технеций, спектры звезды, в 70-е годы, если не ошибаюсь. И одна из идей была, да, это что-то искусственное. Ну, например, первая идея приходит, звезда, конечно, идеальная свалка. Если у вас есть какие-то токсичные отходы, вы их закидываете на свою звезду с планеты, и все хорошо. Все усвоится. Вот. Как мы мусор выбрасываем. Да. Вот. То есть, или вот звезд... Еще лучше, конечно, мусор в черную дыру выбрасывать. Это прям идеальная урна была бы. И люди совершенно серьезно рассматривали идею искусственного происхождения, но удалось найти способ, как это объяснить очень естественным образом. Я спросил по поводу того, что, может быть, мы самые развитые, а может быть, все наоборот. Но я уже упоминали сегодня сериалы, фильмы. Я бы хотел мультик упомянуть, «Саус Парк», не знаю. Смотрели вы когда-нибудь или нет? Там была одна классная серия. Смысл ее в том, что наша планета Земля — это гигантское реалити-шоу для инопланетян. Это все, конечно, гротеск, но может ли быть такое, что они за нами действительно наблюдают, просто мы не можем их увидеть? Но
Опять-таки, то есть муч может быть почти что все, что угодно, хочу сказать. Вопрос, насколько это естественно, насколько это вписывается в какую-то такую рациональную картину мира. И я бы сказал, что все равно это плохо вписывается в картину мира, потому что это все равно требует достаточной редкости цивилизации, да? Это требует того, чтобы высокоразвитые цивилизации не имели каких-то доступных нашим современным наблюдениям, которые уже, надо сказать, достаточно изощренные все-таки, не имели бы никаких проявлений, которые мы могли бы увидеть и там неправильно проинтерпретировать. Я не думаю, что высокоразвитой цивилизации имеет смысл там огромную часть своих ресурсов тратить на какую-то маскировку, мимикрию, чтобы специально мы их не увидели. Собственно, даже если мы увидим, ничего особенного не произойдет. Мы там дальше Плутона полететь не можем как следует. Поэтому эта идея, как бы ее хорошо класть в основу художественных произведений, особенно такой социально-сатирической направленности, безусловно, но с точки зрения вот, части рациональной картины мира это очень плохо. Как вы вообще относитесь к научной фантастике? Есть ли там какие-то идеи, которые могут лечь в основу новых физических открытий, например? Ну вот с такими идеями вряд ли все-таки. То есть важно понимать, это вот к вопросу, там, не самые ли умные мы люди на Земле. Важно критически относиться к этому моменту. Есть там, многие тысячи людей, специально отобранных, специально обученных, очень сильно мотивированных и очень много работающих, которые занимаются фундаментальной наукой, еще больше занимаются прикладной. И я думаю, что обогнать их в придумывании новых идей очень трудно. Фантасты могут формулировать некий такой очень общий образ будущего, и это работает, там, ну, здесь, наверное, Станислав Лем «Впереди планеты всей», у него очень много было предсказано вещей, там, включая какие-нибудь игры с виртуальной реальностью и даже некие социальные последствия увлеченности этими играми. Он, видимо, первый начал про это писать. Но вот научная фантастика, она фантастически интересна, как именно литература в такой вот социальной, в первую очередь, направленности. И кажется, что в период своего бурного расцвета, в 70-е, 80-е годы, они перебрали все ключевые возможности, которые в рамках жанра вот тогда были возможны. И новых вроде не появляется, очень трудно что-то придумать. И я вот там, в школьные годы много читал фантастики, сейчас читаю мало, поэтому могу чего-то не знать, безусловно. Но кажется, что действительно жанр немножечко вот сходит на нет. То есть вот писателей уровня там, Брэдбери, Лема, Филиппа Дика, Стругацких, им, кажется, неинтересен жанр, потому что он очень сильно выработан, очень трудно в нем работать, занимаясь серьезной литературой. В научной фантастике туговато с новыми идеями, а в астрофизике есть какие-то прорывные, революционные, новые? Да, астрофизика пока еще вот не вышла из счастливой такой поры, когда темп развития очень высок. Ну, для сравнения, скажем, физика элементарных частиц прошла этот период лет 30-40 назад. То есть, скажем, следующий крупный ускоритель после Большого адронного коллайдера появится неизвестно когда, неизвестно где, никак не могут договориться. Это очень сложный, дорогой, большой проект, и трудно двигаться в такой науке. В астрофизике пока все гораздо проще. Ну, хотя, конечно, приборы становятся дороже, и откладываются их запуски, растет стоимость. Вот следующий космический телескоп, который должен был бы полететь там, несколько лет назад, полетит еще через несколько лет только. Вот. Но, тем не менее, все-таки за время существенно короче научной карьеры очень много всего происходит. Но сейчас, наверное, если говорить про загадки, которые могут вот прям такой большой, какой-то фундаментальный аспект, значимость могут такую иметь, это проблемы в космологии, где люди, повышая точность наблюдений, дошли до того уровня, когда очень разные типы наблюдений для некоторых параметров
дают значения, плохо стыкующиеся друг с другом. То есть стыковка происходит через теоретическую модель. Вы что-то измеряете очень разными способами, да, а потом это сводите с помощью теоретической модели в единую картину. И вот раньше точность измерения была не очень высокой, и картина все хорошо сводила. А точность возросла, и картина перестала сходиться как следует. И это очень интересно, потому что это может быть действительно какая-то там новая физика, может быть, частицы темного вещества распадаются или еще что-то интересное происходит. И, естественно, всегда есть какие-то отдельные загадки, типа быстрых радиовсплесков. Несколько тысяч раз в день на небе вспыхивают очень короткие, очень мощные радиовспышки. Мы всего 10 лет назад о них узнали, и до сих пор не знаем, что это такое. И это вот прямо как вот чешется. Вот что же, вот оно происходит. Ладно, там не стыковки в космологической модели, это можно всю жизнь еще думать. А тут вот они вот прям хопа, вспыхнул. А этот вспыхнул много раз, там 100 раз за день, например. И мы не представляем, что это такое, это очень интересно. Инопланетная азбука Морзе? Ну, естественно, такая идея была высказана. Есть, значит, специальные астрофизики, очень любящие печатать очень экстравагантные гипотезы. Но мне пришлось придумать термин, поскольку постоянно спрашиваю, это вот не сигналы, значит, мне говорят, знаете, тогда это должна быть техническая, высокоразвитая, неразумная цивилизация, потому что это ерунда какая-то, тратить такие энергетические ресурсы на совершенно бессмысленные послания, значит, за те же деньги можно было что-то осмысленное передать, если хочется. Это было замечательное интервью. И напоследок я не могу не спросить такой веселенький вопрос. Я готовился к интервью, и мне вышла статья по поводу астрологии. Там было написано, что 86% знаков зодиака сместились. То есть теперь все те, кто считал себя львами, уже больше не львы, потому что звезды сместились. Это так? Можете это пояснить, пожалуйста? За счет прецессии Земли, это нужно тут же всем гуглить, что такое прецессия, действительно меняется, скажем так, картина звездного неба в данный момент времени. Да? И если сейчас Солнце находится вот в такой-то точке неба, да, то через 10 тысяч лет или даже быстрее, соответственно, в этот же день Солнце будет находиться в другом созвездии. Я вот, например, когда я родился, Солнце находилось в созвездии Змееносца, которое вообще не относится к 12 зодиакальным созвездиям. Так что да, происходят всякие забавные изменения, которые очевидным образом никак не сказываются на нашей жизни. Но, наверное, еще более яркий пример — это то, что там за 1000 лет развития астрологии никто не предсказал существование других планет в Солнечной системе, а фактически как только появилась ньютоновская механика и закон всемирного тяготения, люди довольно быстро обнаружили Нептун. Сегодня в гостях у программы «Час пик» был ученый-астрофизик, популяризатор науки, профессор Российской академии наук Сергей Борисович Попов.